Привет! Ты на канале Супер Арбалет, и сегодня мы расскажем про нож Cold Steel SRK. Поговорим про характеристики ножа и проведем несколько тестов. SRK – это аббревиатура от Survival Rescue Knife, то есть нож для выживания и спасения, или проще говоря, тактический. И требования к такому ножу соответствующие. Он должен быть прочным, не бояться грубой работы, удобно лежать в руке и быть готовым к разнообразным задачам, от перерезания толстых веревок до колки дров. И внешне SRK оставляет добротное впечатление. Толстый клинок, толщина в обухе 5 мм, прорезиненная рукоятка вставляет такой клейкий эффект. Также на рукоятке имеется удобный выступ. Кстати, в вариации ножа для российского рынка гарда укорочена до 5 мм, то есть нож не является холодным оружием. Также на рукоятке есть выемка под темляк. В общем, все говорит о том, что нож подготовлен к серьезной работе. Рассмотрим поближе составляющие ножа. Клинок выполнен из стали СК5, это инструментальная сталь, она неплохо держит заточку, но гораздо важнее, что она очень прочная. Для этого ножа это особенно важно. Из минусов это слабая устойчивость к коррозии, то есть нож требует ухода, особенно при работе во влажных условиях. Впрочем, любой нож требует ухода, если вы хотите, чтобы он прослужил вам подольше. Дополнительно сталь покрыта черным напылением, возможно, для большей устойчивости к коррозии. Но, как показывает практика, это напыление довольно быстро стирается и слезает с клинка, так что особо рассчитывать на него не стоит. В комплекте с ножом идут пластиковые ножны с возможностью крепления на ремень. Также здесь много люверсов, что подразумевает различные варианты крепления на вашем обмундировании. Нож довольно прочно сидит в этих ножнах, так что не стоит беспокоиться о том, что он выпадет из них при активных действиях. Перейдем к тестам, и для начала проверим заводскую заточку, разрезав лист бумаги. С этим нож справляется, и дальше нашинкуем что-нибудь посерьезнее. Теперь попробуем порезать канат. С этим нож справляется тоже без особых проблем. Теперь давайте проверим, как нож справится с подготовкой лучины для костра. Для этого снимем стружку с этого бруска. На мой взгляд, с этой задачей нож отлично справляется. Посмотрим, как нож справится с колкой дров. Для этого расколем брусок. Всего за 2 удара нож с этим справился. Теперь откроем этим ножом банку консервов. И с этой задачей нож отлично справился. И напоследок проверим прочность кончика ножа и дадим немного ударной нагрузки. Давайте теперь посмотрим, что стало с ножом после проведенных тестов. Как видно, покрытие начало слезать, стираться немного, но об этом я говорил в самом начале. Не думаю, что это сильно принципиально, да и опять же нож стал более брутально выглядеть, что говорит о том, что все-таки им работают, а не на полочке он лежит. Визуально на режущей кромке я тоже не вижу вмятин или заминов, но проверим опять же тестом на бумаге. Как показал тест, с режущей кромкой действительно все в порядке, но этого стоило ожидать. Все-таки честная сталь СК5, и нож и должен так себя вести. Несмотря на то, что мы и дрова кололи,
и лучин заготавливали, и банки открывали, режущая кромка осталась в своем заводском, можно сказать, виде. В заключение хочу сказать, что ножом я остался весьма доволен. Это действительно добротный и надежный тактический нож, способный выручить во многих ситуациях и стать действительно универсальным помощником. А за свои деньги, я думаю, это вообще идеальный вариант. У нас на обзоре была самая бюджетная вариация из SK5, также существует вариант подороже из AUS 8 и самый дорогой из стали Sanmei. Но тут уже каждый выбирает на свой вкус и, главное, карман. Наверное, на сегодня все. С вами был канал Супер Арбалет. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!